Как приготовить настоящее французское рождественское полено или бûche de Noël? Почему этот французский торт имеет именно такую форму? Какова его история и когда этот торт превратился в настоящую традицию? Всем любителям вкусно приготовить доброго времени суток! Меня зовут Татьяна, и вы находитесь у меня на кухне на юге Франции. Здесь мы готовим исключительно французские блюда. Если вы до сих пор не подписались на мой канал, то, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. И не забудьте нажать на колокольчик, иначе вы пропустите следующие рецепты, а выходят они каждую пятницу. Сегодня мы с вами будем готовить бûche de Noël, рождественское полено. Этот торт является классикой французской кухни, и ни одна семья во Франции не проведет рождественский вечер без этого десерта. Этапов достаточно много, поэтому без лишних слов начинаем кулинарить. Поехали! Важный совет для каждого этапа. Прежде чем начать новый этап, приготовьте все ингредиенты, взвесьте все продукты и только тогда начинайте готовить. Начнем мы наш рецепт с шоколадного мусса, так как он должен отстоять в холодильнике хотя бы 12 часов. Соответственно, делаем его накануне. 200 грамм черного шоколада, желательно 70% какао, мы растопим на водяной бане или микроволновке, как вам удобнее. Пока наш шоколад топится, возьмем 6 яиц и отделим белки от желтков. Не забываем время от времени помешивать наш шоколад, и когда 3/4 шоколада растаяли, можно уже убирать огонь. Пока наш черный шоколад остывает, он должен быть примерно 40-45 градусов, мы выливаем наши белки в глубокую миску, добавляем щепотку соли. Также вы можете сделать, естественно, это в вашем кухонном комбайне или в миксере. И начинаем взбивать наши белки. Пока белки взбиваются, слегка взобьем просто вилкой желтки и добавим их к шоколаду. Мы не добавляем ни сметаны, ни сахара, ни масла. У нас будет низкокалорийный шоколадный мусс. Вот и белки наши готовы. И мы будем постепенно с помощью силиконового шпателя перемешивать их с шоколадом. Стараемся не сильно мешать белки, чтобы они не опали. С краев к середине, с краев к середине. И не забывайте с вашим шпателем идти до дна, чтобы на дне не оставалось шоколада. Все, наш шоколадный мусс готов. Покрываем наш мусс пищевой пленкой в контакт. Я не знаю точное слово по-русски, но идея в том, что пленка должна слегка прикасаться нашего мусса. И отправляем в холодильник на минимум 12 часов. Теперь я предлагаю вам перейти к прарине. Его тоже можно приготовить заранее, а в холодильнике оно может храниться до 1 месяца. Для этого достаточно полить его 1 чайной ложечкой нейтрального масла, например, из виноградных косточек. В кастрюлю с толстым дном и без антипригарного покрытия выливаем 20 грамм воды. В них высыпаем 80 грамм сахара. На среднем огне, не мешая, топим наш сахар до температуры 115 градусов. Для того, чтобы ваша карамель получилась у вас с первого раза, никогда не перемешивайте сахар с водой.
Иначе на поверхности воды сахар превратится в кристаллы. Они будут дольше таять, и ваша карамель может подгореть. Как только ваша карамель дошла до 115 градусов, снимаем ее с огня, высыпаем и перемешиваем. Перемешав, снова ставим на огонь и варим фундук и миндаль, пока фундук не приготовится. Это займет примерно 5 минут. Чтобы узнать, готов ли ваш фундук, разрежьте его пополам. Он должен быть однородного белого цвета. Как только наш фундук приготовился, снимаем с огня и перекладываем на бумагу для запекания. Тем временем наши орешки остыли, и мы можем поломать их сначала руками, затем мы отправим их в миксер, блендер, кофемолку или любое другое устройство с мотором мощностью от 400 Вт. Мотор должен быть достаточно мощным, чтобы превратить орехи в пралины. В моем случае это кухонный комбайн. Промалывать мы будем в несколько этапов, чтобы не перегреть мотор вашего аппарата. Между каждым этапом мы будем очищать стенки нашего аппарата. После первого промалывания это выглядит вот так. Продолжаем промалывать еще. Вот так это выглядит после третьего промалывания. Уже мы начинаем видеть, что масло начинает отделяться. Это значит, что мы на верном пути. Продолжаем. Наши пралине готово. Перекладываем его в баночку. И оставляем в сторонку до момента применения. Традиционно для рождественского полена используется бисквит женуаза или генуэзский. Название этот бисквит получил от названия итальянского города Генуя. Именно оттуда этот бисквит родом. Забегу немножко вперед и скажу, что воду в бисквит мы добавляем для того, чтобы он был более мягкий и податливый. Таким образом, нам будет гораздо проще его сворачивать. Также профессиональные кулинары заменяют 10 грамм сахара инвертным сахаром. Это также придает бисквиту гибкость. 170 грамм яиц. Слегка взбиваем. Высыпаем 70 грамм сахара. Также взбиваем и продолжаем взбивать, пока яйца не взобьются и не увеличат их объем в 3 раза. Для того, чтобы яйца взбивались проще, мы будем это делать на водяной бане. Взбивать можно обыкновенным венчиком или электрическим венчиком на средней скорости. Когда яйца уже взбелели, наливаем 17 граммов воды и продолжаем мешать. Наши взбитые яйца получили пенистую консистенцию. Мы отставим их и займемся мукой. 85 граммов муки мы процеживаем через сито и при помощи силиконового шпателя постепенно перемешиваем муку со взбитыми яйцами. В небольшую пиалку отложите немного нашей заготовки яиц и муки. В нее вылейте 17 грамм топленого теплого сливочного масла и перемешаем. Делаем мы это для того, чтобы тяжелое масло не упало на дно наших взбитых яиц. Маленькая порция смеси теста и масла легко будет смешиваться и, главное, равномерно с оставшимся тестом. Теперь выльем эту заготовку в наше тесто
И снова все аккуратно перемешаем. Теперь мы возьмем противень размером 30 на 40, застиланный пергаментной бумагой. Для того, чтобы бумага не ездила, мы можем ее приклеить с помощью нашего теста. Для этого достаточно положить совсем чуть-чуть теста на противень, а сверху придавить нашу бумагу. Все, бумага плотно лежит на противне и не двигается. Мы можем работать дальше. Выливаем наше тесто на противень и выравниваем по всей поверхности нашего противня. Наше тесто равномерно распределено по противню. Отправляем в духовку, которую мы разогрели на 250 градусов Цельсия. И сразу же снижаем температуру до 230 градусов Цельсия. Рождественское полено – это неотъемлемая часть французской традиции. Готовится оно также в Бельгии, Швейцарии и Канаде, то есть франкоговорящих стран. А история этого торта уходит в XII век. Одной из паянских традиций был обряд зажигания полена за несколько дней до Рождества. Полено должно было гореть очень медленно, минимум 3 дня, максимум 12. На юге страны для этого использовались фруктовые деревья, тогда как на севере использовался дуб и бук. Касаемо же пирогов, до XIX века в каждом регионе была своя традиция. Каждый регион имел свой собственный пирог или даже печенье для Рождества. А в XIX веке один из французских кулинаров, к сожалению, точного имени до нас не дошло, поэтому есть разные версии, решил, что можно сделать торт в форме полена. Идея эта понравилась, но традицией не стала. А вот в 1945 году, после освобождения, все семьи во Франции стали печь на Рождество рождественское полено. Именно так оно стало традиционным. Традиционное рождественское полено пеклось из бисквита женуаз или генуэзского. Внутрь клалось сливочное масло с добавлением какао или шоколада, а сверху оно покрывалось также масляным кремом. Именно такое традиционное полено мы с вами сегодня и готовим. Правда, мы добавили капельку современности, то есть шоколадный мусс и пралине из фундука и миндаля. 8 минут прошли. Сразу переложим его на решетку и дадим остыть. Наш корж остыл. Теперь мы накроем его вторым листом пергаментной бумаги, перевернем и снимем нашу бумагу с торцевой стороны. Мы приступаем к самому деликатному моменту нашего рецепта. Мы смажем наш бисквит шоколадным муссом и пралине и начнем его сворачивать. Поехали! Начинаем с нашего пралине. Сверху кладем наш шоколадный мусс толстым слоем. Немного распределим его и рулим, помогая себе бумагой. Свернутый бисквит мы отправляем в холодильник на час или 2. Пока он охлаждается, приступим к масляному крему. Для сливочного крема в миксер кладем 170 грамм мягкого масла. Я порежу его на небольшие кусочки. Туда же отправляем 100 грамм сахарной пудры и начинаем мешать. Масло и сахар перемешались. И я добавляю 5-10 грамм какао.
примерно столовая ложка. И снова все перемешиваем. Наш масляный крем уже готов. Но я добавляю лично от себя совершенно необязательный ингредиент. Это Гран-Марни, ликер, который сделан из коньяка и апельсинового ликера. Добавляю буквально пол чайной ложечки. Перемешиваю в последний раз и готово. Наш масляный крем мы отправили в холодильник буквально на 5-10 минут. Пока он слегка охлаждается, мы достали наше полено и начнем его разворачивать и подготавливать к дальнейшей обработке. Широким острым ножом, вы можете также его слегка нагреть, мы отрежем лишние края, чтобы сделать наше полено более красивым. Теперь достаем наш шоколадный крем. Для украшения нашего полена кремом вы можете использовать кондитерский мешок или силиконовый шпатель, или даже просто нож. Я буду пробовать делать это ножом и маленьким силиконовым шпателем. Походить это должно быть на настоящее деревянное полено, поэтому слой крема должен быть не гладкий, а напоминать кору дерева. Чтобы наше полено еще больше походило на дерево, сделаем вилкой узоры. Немного сахарной пудры. Листик из шоколада, который мы сделали накануне. И наше рождественское полено готово. Au revoir!